Mountain Blade Warband, или как ее многие помнят, эпоха турниров. Знаете, когда запускаешь вторую игру и боишься, что она разрушит абсолютно все твои добрые воспоминания об этой игре. Но с этой игрой случилось все наоборот, я ее запустил и спустя годы как будто бы на самом деле оказался дома. Warband это не просто военная песочница, это как играть в солдатики, но только в средневековые, и более того с возможностью не просто командовать издалека, а лично участвовать в каждой битве. Она вышла аж в 2009 году, но сохранилась удивительно хорошо. Обычно старые игры оказываются намного, ох, как намного хуже, чем ты их помнишь. Но тут нет. Как я ее запомнил, такой я ее и получил. Более того, я даже пытался заранее занизить ожидания, но она опять-таки оказалась такой, какой я ее помнил. Да, она устарела и технически, и визуально, но это не мешает ей затягивать тебя на многие часы. Ты путешествуешь по этой карте Кальрадии, ты путешествуешь по замкам, по деревням, по городам, заходишь в таверны, нанимаешь себе новых воинов, новых спутников. Там ходишь на разные рынки, покупаешь оружие, броню, доспехи, там всякие вот эти вот припасы, которые вам нужны. Постоянно прокачиваешь войска. И ты понимаешь, что здесь довольно приятная атмосфера до сих пор, а в сражениях ты и вовсе забываешь вообще про какую-то графику, и просто главное, что ты делаешь, это акцентируешься на поле боя и стратегии. Ведь стратегия здесь она очень важна. Когда я воюю с конницей, я всегда придерживаюсь тактики, что выстраиваю пехоту где-нибудь пониже, либо впереди, а потом лучников повыше и приказываю им не стрелять, дожидаясь врага. И вот когда враг уже подходит близко, я приказываю всем и стрелять, кидать все, что у них есть. И вот уже в моменте, когда враг начинает на тебя нападать и подбегает к твоей пехоте, я приказываю пехоте идти в атаку, чтобы прям столкнуться в лоб с этой конницей и остановить ее. И в этот момент моя пехота пытается разрубать эту конницу, все как только она может, а лучники сверху обстреливают эту конницу и просто убивают ее всю насмерть. То есть и в принципе с осадами здесь история похожая. Иногда проще впустить врага внутрь замка, а потом захлопнуть его, будто бы он попал в ловушку. В принципе, с нападениями на замки тоже можно что-то придумать, но тут как будто бы чаще. Честно, как повезет, так и получится. Ты можешь примкнуть к любому из 6 королевств и служить местному королю. Можешь помогать истинным наследникам трона, по крайней мере с их слов они заявляют, что они истинные наследники трона, а можешь вообще взять все в свои руки и основать свое собственное королевство, завоевывать замки, разбивать собственное свое королевство, переманивать лордов на свою сторону, жениться или же уйти в моды. А их здесь огромная гора. От Властелина колец до Звездных войн, от Древней Руси до Второй мировой войны. Ну и в принципе даже какие-то моды, в том числе, которые просто как-то улучшают основной геймплей и улучшают основную механику игры. Я сам играл во многие моды. Честно говоря, большинство из них я не помню. Помню, что были какие-то завоевания викингов, были какие-то там моды про Пантуру, тоже какие-то Звездные войны, завоевания вроде как. Еще что-то было, то ли это часть, то ли тоже какое-то дополнение про какие-то там разные княжества, Речь Посполита, там что-то такое было. Честно, уже не помню. Может быть, вы вспомните и сможете написать об этом в комментариях. Буду, честно говоря, признателен, потому что как будто бы некоторые из этих модов я попробовал бы вновь. И главное, что смогла сделать Warband, это стать той игрой, которую я смог запустить и поиграть в моменте, когда я чувствовал, что я хочу во что-то поиграть, но не знаю во что, и каждую запущенную игру закрывал с мыслью, ну это не то. Как будто бы я не знаю, во что я хочу поиграть, но хочу. И эта игра полностью закрыла мою эту потребность. А какие моды для Warband любили вы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, в целом поделитесь своими впечатлениями, как вам эта игра, давно ли вы вообще сами в нее играли. Ну и, наверное, пора все-таки действительно добраться до Баннерлорда, второго Mountain Blade. Говорят, что эта игра намного тактически интереснее и по механикам, и визуально, и как будто бы уже достаточно времени прошло, чтобы ее допилить. И, ребята, такая маленькая вставка, я все-таки скачал себе и купил Mountain Blade 2 Bannerlord, и, господи, это действительно довольно интересная игра. Это абсолютно что-то новое, но при этом такое родное. Я еще не всем проникся, для меня пока это сложно, особенно с точки зрения проведения боев, потому что там именно вот эти вот немножко механики по тактике, они выглядят совсем по-другому. И мне нужно к этому привыкнуть, и более того, враги сами по себе намного умнее стали и тактичнее. В общем говоря, я думаю, это будет возможно, если не следующий ролик, то как минимум какой-то вообще в принципе про Bannerlord я выпущу в любом случае. Спасибо тебе за просмотр, чекни описание и пока.